холодном свете вечерней лампы черно-белая кошка, которую позже назвали Трупер, вытянулась и свернулась клубочком. Ее тонкий нос дрожал, усы еле шевелились от легкого дуновения воздуха. Она еще не знала, как будет называться, кем станет и какую важную роль сыграет в чьих-то судьбах. Она знала лишь одно: когда ее вынули из стены, когда мальчик по имени Петр, совсем еще ребенок, протянул ее маме в трясущейся ладони, мир вокруг вдруг наполнился звуком человеческих голосов, рук и тепла. Это было в 2014 году. Алексис Хакни в этот день спускалась в подвал собственного дома, чтобы забрать коробку с вещами, когда услышала слабое пищание, исходившее из пустоты между гипсокартонными перегородками. Сначала она подумала, что это крыса, но звуки отдавались иначе. Тихо, жалобно, почти человечески. Разобрав участок стены, она обнаружила крошечного котенка, укрытого матерью-кошкой в узком теплом гнезде среди строительного мусора. Мать, видимо, испугалась и убежала. Ее найти не удалось, а малыш, которому едва исполнились 2 недели, был слишком слаб, чтобы выжить без помощи. Алексис не стала спорить с давно отработанным чувством. Если есть шанс спасти жизнь, его надо использовать. Она вынесла котенка на свет, обтерла его и, решив, что помощь нужна сейчас, взяла его домой. Она думала сначала, что оставит его у ребенка. Это был лишь временный поступок. Однако судьба распорядилась иначе. В доме жили несколько поколений. Здесь, помимо Алексис и ее родителей, жила бабушка Сара, маленькая женщина с добрыми глазами, мягкими морщинками и спокойным голосом. Сара переехала к семье, когда внучка была еще совсем маленькой, чтобы помогать растить детей. Она оставалась рядом почти 18 лет и давно стала не просто бабушкой, а одной из опор семейной жизни. Тем человеком, к которому приходили за советом и утешением. Когда котенок, мокрый и дрожащий, оказался в их доме, бабушка, не раздумывая, взяла на себя почти материнские обязанности. Она держала его в пледе на коленях, кормила молоком из маленькой бутылочки, подсказывала, как правильно согревать и как ласково обращаться. Между старой женщиной и крошечным животным возникла странная, но очень глубокая связь. Та ниточка, что иногда с легкостью сплетается между двумя существами, говорящими на разных языках, и становится понятной без слов. Котенок вырос не в привычном для многих образе. Он был черно-белым, с темными пятнами на мордочке и с необычно маленькими ушками. С ранних месяцев он демонстрировал характер. Выбирал одного человека и клялся быть ему преданным. Для этого котенка выбор был очевиден. Бабушка Сара. Он резво бежал к ней, когда слышал ее шаги, провожал в комнате мягким мурлыканьем и, казалось, понимал каждую ноту ее голоса. Так прошло несколько лет. Трупер, именно так окрестили кошку, потому что ее манера тихо стучаться в дом напоминала слова трупер. Была не просто домашним питомцем. Она стала хранительницей покоя в доме. В те годы бабушка была бодрая, хотя и в преклонном возрасте. Она шла медленно, пользовалась тростью, но с легкостью поднималась на ноги, чтобы приготовить чай или поговорить со соседкой у дверей. Трупер же почти всегда была рядом, на колене у Сары в кресле, свернувшись у ее тапочек, или устроившись прямо на одеяле, когда та плела скатерти. С годами тело Сары стало слабеть. На Рождество однажды она заметно ослабла и почти перестала ходить. Врачи поставили диагноз, а семья с тревогой в сердце начинала понимать: время идет, и некоторые вещи изменить уже нельзя. Трупер в те дни изменилась не меньше, чем все вокруг. Она проводила больше времени на кровати бабушки, иногда ложась у ее головы, иногда у ног. Каждое движение хозяйки было ей знакомым ритуалом.
как она переворачивается сбоку, как берет в ладони чашку или как тихо засыпает. Кошка слушала дыхание и чутко реагировала на каждый шорох. Неизвестно, была ли это преднамеренность животного или простая цепочка случайностей, но Трупер стала приносить подарки. Это были не драгоценные вещи и недорогие безделушки. Она приносила то, что было близко, пахло домом и напоминала о прошедших днях: детскую игрушечную машинку, сложенный носок, кусочек нитки, сохранившийся с рукоделия. Она вытаскивала эти мелочи из разных углов дома и аккуратно оставляла их у кровати Сары. Иногда она приносила одну вещь за другим. Иногда просто сидела складом у подножья, будто строила маленький алтарь памяти. Алексис и другие члены семьи сначала посмеялись над этим. Они говорили: «Ну вот, кошка-курьер, носит, что попало». Но улыбки растворились, когда бабушка, взглянув на дар, начинала плакать, но такими слезами, которые были не столько печалью, сколько благодарностью. Она прижимала к груди найденную вещицу, гладя ее пальцами. В эти минуты дом наполнялся тихим священным чувством. Простая вещь, принесенная кошкой, была как послание от мира, подтверждение того, что кто-то рядом. Старушка порой впадала в состояние спутанности. Память – это тонкая ткань, и в глубокой старости она рвется легко. Иногда Сара не понимала, где она находится, и в таком состоянии могла сжать кошку сильнее, чем нужно, или толкнуть ее в резком порыве. Но Трупер отвечала терпением. Она не царапала и не убегала в панике. Она слегка отступала, садилась спокойной плоскостью на пол и ждала, пока буря пройдет. Потом она снова возвращалась к постели, чтобы быть рядом, обнять шерстью и согреть своим телом. В конечном счете наступил март 2018 года. За несколько дней до своего 97-го дня рождения бабушка Сара ушла. Семья была рядом, держали ее за руку, читали стихи и говорили простые слова благодарности. Трупер находилась в комнате, но когда все кончилось, кошка словно потеряла смысл. Ее глаза потемнели, она не знала, где искать ту мягкую ладонь, где ее привычная забота. Когда тело бабушки увезли, Трупер перестала есть и лежала нетронутой рядом с пустой кроватью. Ее концерт мурлыканья исчез. Ее голос превратился в редкие пронзительные крики, которых ранее в ней почти не было. Алексис пыталась помочь. Она брала кошку на руки и приносила в комнату, чтобы существо могло попрощаться. Но животное вырывалось, убегало в дальнюю комнату и пряталось под кроватью, где всем казалось, там оно ищет укрытие от потери. В те дни дом наполнился тихим плачем людей и животных. Кошка бродила по комнатам и громко мяукала. Эти звуки разрезали воздух, напоминая всем, что связь была настоящей и потеря глубокой. Прошло несколько месяцев. Ощущение пустоты оставалось, но жизнь медленно шла дальше. Люди научились жить с отсутствием, а кошка — с памятью. Постепенно Трупер стала меньше кричать и больше спать. Она снова стала посещать комнату Сары, но не так часто и не так долго. Однако привычка приносить вещи не исчезла. На полу возле кровати вновь находили носки, маленькие игрушки, обрывки ткани, иногда со старую фотографию. Эти находки казались семье обычными, но внутри них жили сложные эмоции: память, привязанность, длительное прощание. История Трупер привлекла внимание широкой аудитории, когда Алексис рассказала ее в социальной сети. Люди, видевшие фотографии и читающие рассказ, сломались на части. Кто-то вспоминал своих питомцев, кто-то рассказывал похожие истории из жизни. Однако важнее был не вирусный успех поста, а то, как многие увидели в поведении кошки глубину, которую часто приписывают исключительно людям. Для многих это стало доказательством того,
что животные способны на сложные эмоциональные реакции, на привязанность, сочувствие и осознанную поддержку. Трупер не стала символом замены человека. Она ни в коем случае не исцеляла рану семьи, но она была живым свидетельством теплоты, которая помогла людям пережить утрату. Ее поступки — приносить подарки, ложиться рядом, выдерживать неожиданные вспышки паники старушки — были простыми, но невероятно человечными в своей сути. Они напоминали, что любовь не всегда выражается словами. Иногда она в том, что кто-то просто останется рядом, когда это нужно. Люди склонны сравнивать море чувств, которые испытывают собаки и кошки. Но история Трупер показала, кошка может быть не только эгоистичным существом, ищущим удобное место для сна. Она может стать другом, доверенным лицом и ярким отпечатком в жизни человека. И в этом смысле поведение Трупер и того, как она ухаживала за Сарой, и того, как она переживала утрату, было нечем иным, как актом глубокой, искренней преданности. Прошло еще несколько лет. В доме, где жила семья, появились новые ритуалы. Каждое утро Алексис заходила в комнату, где лежала старая кровать Сары, и ставила там чашку с чаем, маленькую рамку с фотографией. Потом она аккуратно поправляла одеяло, и часто Трупер ложилась рядом, точно зная, это место также принадлежит и ей. Когда приходили старые соседи или друзья, они трогали кошку и шептали «Тупау-йокаки». «Спасибо тебе, что была рядом». Кошка закрывала глаза и казалась немым ангелом в шерсти. Никто и никогда не узнал, почему именно она из всех созданий стала тем ангелом у постели. Были догадки, были теории и счастливые совпадения. Но в конце концов это не имело значения. Важно было, что преданность проявилась, что кто-то решил не оставлять беззащитного котенка, и что это решение принесло тепло человеку в его последние дни.